Песца бывалые охотники часто называют хозяином тундры. И не потому, что этот зверек самый большой или свирепый. Дело в том, что он отлично приспособился к жизни в суровых северных условиях. А еще он очень хитер и порой в поисках еды может подкрасться не только к белому медведю, но даже к человеку. В сегодняшнем выпуске вы увидите, как живет этот зверек, как роет норы и почему пары самок и самцов разлучаются на зиму. А если досмотрите выпуск до конца, узнаете, почему писец — единственный представитель семейства псовых, способный менять свой окрас. Поехали! Писец – самый распространенный из полярных хищников. В среднем они весят по 3-3,5 килограмма, но иногда достигают внушительного веса до 8-9 килограммов. Внешне писец напоминает лисицу, но лают эти животные, как собаки. Песцы строят разветвленные норы, регулярно их расширяют и чистят. Живут зверьки парами, но на зиму расстаются, так как в одиночку им проще прокормиться. Зато во время беременности самки песцов не охотятся, оберегая будущее потомство, и еду им приносят их самцы. В случае гибели родителей детеныши редко остаются без присмотра, так как их охотно усыновляют другие животные со своими собственными щенками. Примерно в 4-месячном возрасте подросшие детеныши песцов покидают своих родителей. Но на следующий год возвращаются, чтобы помочь своему семейству с воспитанием очередного потомства. Ученые установили, что действительно страдать от холода писец начинает только при температуре ниже минус 7 градусов. Жестоких экспериментов никто для этого не ставил. Они просто изучили уникальную систему теплообмена этого хищника. Площадь поверхности тела полярных лисиц очень мала по отношению к его объему. Именно поэтому они практически не мерзнут. Писец не может похвастаться большими размерами. Длина его тела от 50 до 75 сантиметров. Пушистый хвост 25-30 сантиметров. А еще у песца отличный слух и отменное обоняние. А вот зрение, как и у всех псовых, остротой не отличается. Писец ест все, что не приколочено. Летом эти звери питаются в основном леммингами и полевками. Поедают яйца, птенцов и даже взрослых птиц. У морских побережий они лакомятся выброшенной волнами рыбой, моллюсками, крабами, морскими ежами. Сытый полярный лис всегда делает запасы на зиму. Мелких грызунов, рыбу и птицу он закапывает в укромных местах, чтобы холодной зимой не погибнуть от голода. Часть запасов писец прячет в своей норе. А еще к зиме песцы жиреют. Зимой кормов становится меньше, грызунов добывать из-под снега трудно, и голод заставляет песцов поедать все маломальски съедобное. Водоросли, кости, ягоды. Нехватка пищи восполняется в этот период запасом подкожного жира. Примерно с ноября начинаются массовые перекочевки песцов в места более благоприятные и сытные. Часть из них уходит на юг, в тайгу, где снег более рыхлый и не мешает нападать на зайцев и таежных птиц. А другая откочевывает дальше на север, к морю, перебирается на дрейфующие льдины и превращается в нахлебников белых медведей, поедая остатки их добычи. Интересный факт. Способность к сезонной смене окраса среди представителей семейства псовых встречается лишь у песца. Летом белые звери темнеют, так как такая окраска позволяет им лучше маскироваться. В это время года сложно назвать их снежной лисой. Их природная система маскировки удивительно точна и меняется сезонно из-за генетики. Поведение зимнего и летнего песца также сильно различается. Так, летом писец вынужден вести относительно оседлый образ жизни, что связано с рождением и воспитанием потомства. Зимой же его удел – постоянное кочевье в поисках пищи. Другое сезонное различие состоит в том, что исключительно наглый летний писец, способный воровать рыбу у человека, отошедшего на десяток метров от своего улова, зимой становится просто живым воплощением осторожности, как бы осознавая большую ценность своего зимнего наряда для охотников. Впрочем, и без человека врагов у песца хватает. Лисы, волки, росомахи,
крупные хищные птицы. Песец на протяжении веков является объектом промысла коренных народов Севера, а позже его ценная шкура сделала этого зверя главным объектом добычи всех охотников без исключения. Правда, использование капканов или отравленной приманки считается неспортивным способом охоты, да и успеха не гарантирует. Плененный или погибший зверек легко становится добычей других хищников. Самой увлекательной считается охота нагоном. Вариантов может быть несколько: на собачьих или оленьих нартах, на снегоходе. Принцип прост – преследование и добыча зверя, но на практике дело это очень непростое, захватывающее и азартное. Сразить выстрелом стремительно мчащегося по сахарно-белому слепящему снегу такого же белого песца дано далеко не каждому. Тут нужны отличная стрелковая подготовка, крепкие нервы и трезвый расчет. А на этом наш выпуск подошел к концу, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Но прежде чем мы попрощаемся с вами, расскажите, что вы думаете об этих удивительных зверях. Может быть, вам доводилось охотиться на них или наблюдать за их поведением в дикой природе? Обязательно поделитесь своими историями в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и активируйте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!